Привет, это «Испытание правдой». Здесь я отвечаю на ваши вопросы, испытывая вас на прочность. Если градус правды будет зашкаливать, у меня всегда есть стоп-слово. Ради бога, флюги, Гехаймен. Уверены? Да, прошу вас. Ваше право. Внести флюгегехаймен. Итак, поехали. Схематозы – это нормально? В прежние годы я бы сказал, что да. Делал их не раз, но не для себя. Такая была профессия. Понятное дело, что по молодости лет меня тоже угрызения совести мучили. А потом мой первый руководитель сказал мне прекрасную фразу, чтобы меня не мучили эти угрызения совести внезапные. Мы наемные швейцарские стрелки. То есть нет у нас никакого личного интереса в этом стремительном обогащении пользователей схематозов. Да, как показывает практика, сапожник без сапог, схематозник без схематозов. То есть лично для себя я ничего такого не делал. А для других, пожалуйста. Что вгоняет тебя в депрессию? Сегодня в депрессию меня вогнало сообщение «Пополните баланс». Так себе сообщение, прям скажем, видали и получше. А вообще, да, наверное, это просто какая-то такая волна жизненная, когда ты с куража падаешь вниз. Погода может повлиять очень сильно. Недостаток солнца. Я просто не верю в клиническую депрессию. Я не ставлю себе высоких ожиданий. Поэтому меня не мучает разочарование, и я не скатываюсь вниз. Живите реальностью, и все будет хорошо. Может, по пивку? Вот у этих людей точно нет депрессии. Я бы, честно говоря, с удовольствием по пивку, но уже много-много лет пиво не пью. Кстати, все грандиозные пьянки начинались как раз с моей фразы «мне пиво нельзя», поэтому мы сразу переходили на водку. Славные были времена. Где эта цистерна моего пива? Но вообще, как напиток, уважаю. И всем рекомендую. С чем-нибудь солененьким. Присылайте мне свои фотографии, как вы пьете пиво. А лучше видео. Как правильно выбрать тренера? Если речь идет про спортивного тренера, мне очень нравятся тренеры, которые снимают видеоролики. Их можно смотреть на телевизоре, лежа на диване. А в конце он такой: вы молодец, вы все прекрасно сделали, поздравляю. Прекрасный тренер. Он все знает о моих личных границах и в них лишний раз не вторгается. И вы знаете, я чувствую, как спортивная форма улучшается. Та спортивная форма, которую я положил в спортивную сумку 2 года назад. Думаю, она улучшается. Боишься ли ты смерти? Спрашивает меня продавец несвежих грибов. Да на самом деле-то нет. Мы же понимаем, что это процесс неизбежный. Я думаю, что мы просто не готовы к смерти, и нас пугает эта самая неожиданность. С другой стороны, как к ней можно подготовиться? То есть я собрался, сделал все дела, и серия «Смерть, приди», а она не придет. Думаешь, блин, а я же уже все подготовил.
И ты как бы начинаешь жить дальше. А когда живешь дальше, неизбежно ставишь себе какие-то цели. И тут она может прийти. Неожиданно. Ну, короче, я смерти своей не боюсь. Ну и не хочется, чтобы кто-то ей радовался. Поэтому стараюсь жить так, чтобы примирять себя с собой и с окружающим. Угу. Кто убил Кеннеди? Продолжим разговор о смерти. А этот вопрос, видимо, задают мне очень ленивые следователи, потому что они знают, кому вопросы задавать. Хотелось бы этим следователям ответить, что они не просто ленивые, а как бы это... Вообще-то он ранен. И поддержать тем самым очередной виток конспирологии. Я думаю, что вопрос про смерть Кеннеди – это как раз один из тех вопросов, ответы на которые уже были много раз даны, но в них не хочется верить. Знаете, я тоже иногда подвержен вот этой вот конспирологии. Не то, чтобы я ее выдумываю, но тот, кто это делает, зачастую делает это мастерски. Браво. Я ему аплодирую. Почему ты не играешь на гитаре? Лично вам. Просто я о вас забочусь. Я не умею играть на гитаре. Знаете, гитара для меня была символом, переходящей из года в год лени. То есть я на лето уезжал отдыхать, встречался с компанией друзей, они играли на гитаре, я им говорил: ребят, вот на следующий год я приеду. Вы понимаете, кто вас затмит. Конечно, я. И из года в год я возвращался, в конце лета давал именно такое обещание и ничего не делал. Может быть, я ждал, что дар свалится на меня вместе с гитарой. Гитара, кстати, однажды свалилась на меня со стены, а вот дар почему-то нет. Но никогда не поздно. Но этого обещания я вам не давал. Ты превышаешь скорость. Сейчас я иногда превышаю скорость в принятии решений. Здесь замедление никогда не вредит. А если речь идет про автомобильную, да, конечно, это была одна из проблем. То есть, с одной стороны, я понимаю, что важна безопасность, не только моя, я вот о себе-то думал в последнюю очередь. Это же неправильно, когда я сумасшедший, разогнался, но я же еще и в кого-то могу впилиться. И это не входило в мои планы. И в планы людей тоже. Поэтому я превышал скорость, грешен. Это так круто. Не быть грешным, а гонять на скорости. Сейчас я этого не делаю. Умеешь завязывать галстук? Для меня этот навык можно отнести к праздничным. То есть им я пользуюсь очень редко. Причем с годами этот навык превратился не в само завязывание, а в поиск в интернете ответов на вопрос, как завязать галстук. Вот как с велосипедом не получилось, что однажды раз и на всю жизнь. Вообще нет. Я не люблю галстуки. Да и вообще костюмы. Иногда люблю. Но нет, очень редко. Повод нужен. Что ужасного в Лос-Анджелесе? То, что он далеко. Хотелось бы, чтобы был поближе. Мне понравился Лос-Анджелес. Да и в принципе как Америка. А что плохого? Я думаю, что не привыкший, точнее отвыкший взгляд от бомжей, там, конечно, на них сразу падает.
в Америке, в принципе, в Лос-Анджелесе в частности. Мы как-то из-за джетлага вышли погулять на Венес-Бич, и там прям весь пляж усеян, как бы мы их назвали, бомжами. Оказалось, нет, просто люди спят, они поспали, а днем дальше заниматься своим бизнесом. Я думаю, что эти вот бомжи, они не потому, что им негде ночевать, они такие протестные из серии «Я свободен делать, что хочу». Ну и нашли свой способ самовыражения именно в этом. Не то, чтобы мне этот способ самовыражения близок, но лучше быть свободным. Понял, нет? На этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте свой комментарий и звоните в колокольчик.